Всем привет! Мы сегодня приехали проверить рецепт топленое молоко. Сможете посмотреть его. Вот, ну, сегодня не обещают не так жарко. 28, не так как было, 38. Рыба гуляет, ходит. Так что пробуем. Расставляем кружки. Первый есть. Так. Второй пошел. Есть второй. Третий пошел. И еще и кукурузки. Сейчас еще поставим вот там и там. Так, четвертый. Кружки наши самодельные. На канале есть одно из первых видео, там, как мы их делали своими руками. Какой промежуток времени и в каком месте? Да. Ну за сколько мы? За час сделали, да, 10 кружков. Да, где-то Так, и еще один поставим вот там возле коряги, сейчас покажу. И последний. Коряжник. Коряжник не будем ставить прям под него, потому что не успеем потом снять рыбу, если будет поклевка. Думаю, мы я-то не успеем снять. Да. Ну, посмотрим. Как будет, так будет. Да. Хорошо. Ну что, плывем на берег. Вон у нас новое приобретение. Вот такой навес. Очень удобный. Цена его где-то $60. Чуть меньше, 57, наверное. Ну, вообще отлично. Очень спасает от жары. На толстолоба закинули. Амура торчит. Там. И на амура. Вон она. Плавает вообще сегодня. Ну пока что. Пока. Стоит. Вон там. Я буду вам показывать видео, которое я вам обещал еще в начале сезона, то бишь весной. Я вам покажу, как сделать технопланктон, топленое молоко, которые все меня очень сильно просили снять. Мне как раз приехала посылочка с ароматизаторами, долго я их ждал. Вот, и как я говорил, я его в принципе, практически никогда не делаю этот технопланктон, потому что он дорогой в производстве. Вот, килограмм этой смеси стоит там под 700 гривен. Вот, но тем не менее, как бы покажу вам, как это делается, если вдруг кого-то интересует, как по-настоящему сделать именно топленое молоко технопланктон, который считается одним из лучших.
Вот, я вам сегодня это покажу. Причем я покажу это в двух разрезах. Первый это обычный при ловле с поверхности. И второй вариант это со дна, причем с лайфхаком, который я, ну скажем так, мне его обнаружить помог рецепт технопланктон ряска. Вот, когда я посмотрел, как отрабатывают сушеные элементы ряски, ну, спойлерить не буду, как говорится, дальше поймете, о чем речь идет. Вот. По-хорошему это будет технопланктон гейзер, только с небольшой модификацией, которая не просто как бы дает эффект вулкана, условно говоря, которая позволяет веществам очень активно двигаться вверх. Другими словами, если ваш технопланктон заходит там сверху вниз, то он на эту приманочку будет вестись достаточно неплохо. Вот. Ну, помимо там других ингредиентов, вы видели, что там приехало несколько новинок, которых я еще не опробовал. Вот, ну, сейчас вам еще раз покажу. Особенно вот эта штука меня заинтересовала. Честно говоря, ну, это больше по Амура части. Но я хочу также проверить, будет ли работать эта вся кухня и на толстолобика. Но это я для другого видео взял. Для, скажем так, технопланктон для ловли толстолобик. Технопланктон для ловли белого амура. Вот. И это скорее будет экспериментальная насадка. Я даже не уверен, будет ли это технопланктон или будет это, условно говоря, какое-то там тесто, либо там а-ля выпечка из этого теста. То есть будем экспериментировать. Я думаю, мне 700 грамм вот этой смеси хватит на то, чтобы там проверить разные вариации насадок. Вот, и потом составить, собственно говоря, то есть какой-то рабочий рецепт. Вот как-то так. Будем сейчас по порядку разбирать, из чего у нас будет состоять рецепт. Ну, причем я сразу сделаю оговорку, у каждого он может быть свой. Я вам покажу свой, который я делаю для себя, да, то есть который я там много раз уже испытывал как рабочий вариант. Вот, вы можете его там упростить, усложнить, то есть кому как больше нравится, делать по-своему, вообще не делать как я, то есть как вы привыкли. Вот, ну, кого интересует мое мнение, то у меня как бы есть специфическое видение этого рецепта. Поехали. Так, плюшки, которые нам по-хорошему не нужны в нашем рецепте. Ну, сгущенное молоко. С одной стороны, плюс-минус также готовится, как и пряженое, ну, топленое в частности. Но у нас будет другой чеснок уже в сторону. Клубника в сторону. Вот это вот оставляем. Вот это вот оставляем. Так, теперь дальше. Криль. Ну, почти скоро будет криль. Тоже оставляем. Все, поехали эксплуатировать нашего друга. Намолотим криля. Думаю, мне вот этой коробочки будет достаточно. И будем мешать. Знаете, в чем прикол? Кило чистого криля стоит, ну, у нас, по крайней мере, именно чистого криля, 600 гривен. Размешанного, который там с порошком идет, он стоит где-то 350 кило. Кило креветок, ну, смотря где, 250-350 гривен, в зависимости какие. Вот с килограмма получается где-то, ну, грамм 150 панцирей. Не выбрасывайте их просто-напросто, если кто там ракообразных креветок любит. Можете делать
как я, по-хорошему. Будет у вас криль потихонечку восполняться. Я вам не буду показывать, как я лопачу весь пакет. То есть для примера достаточно будет, я думаю, и так. Все. Видите, чистая мука у нас получилась. Вот так. Ладно. Намолочу баночку, вернусь к вам. Ну вот, получилось у меня столько. Мне хватит. Получается полбаночки, я думаю, это здесь грамм 100 где-то будет. Так, ну что, пошли дальше молотить. Кто скажет, что это такое? Ну, чтобы голову не ломали, я вам объясню, кто угадал, тот молодец. Это пилеты для котячего туалета, деревяшечки, то есть, другими словами, прессованная терса. Молотим, потом, ну, кто догадался, молодец, кто не догадался, потом увидите для чего. Вот получается у нас такая терса. Можно молотить меньше, но я не вижу никакого смысла, проще ее просеять. Все, собираем баночку, домолотим вот это и пошли дальше. Так, ну что ж, будем сейчас его прессовать и проверять. Первое, сразу скажу, чтобы меня потом никто не троллил. Смотрите, в какой таре я это все меряю. А потом не было вопроса: ой, ты же граммы не так указал, ой, ты тоже объем не то, у меня там еще что-то не так, то не получилось, 5-е, 25-е, нужно так говорить, да нужно так. Я просто в каждом видео это комментирую, но, честно говоря, уже вот здесь вот это. Для товарищей, которые любят проматывать и потом писать комментарии, что а-ля там что-то у вас там не так, собственно говоря, там с пропорциями, все у меня так. Просто если смотрите видео, то есть наберитесь терпения, либо просто проматывайте, как вы делаете раньше, до конца. Вот. Но просто не комментируйте тогда. Вот не комментируйте, да, то есть есть рецепт, здорово, и все. В стаканах будет. В стаканах. Там в объеме, либо в граммах, там так и написано, граммы, да. То есть, но граммы, которые не весовые, вот, объемные. Миллилитры вы их можете еще назвать, как угодно. То есть меряйте стаканами. Просто-напросто. Тогда не будет возникать никаких там странных ситуаций. Почему, собственно говоря, то есть рецепт не получился. Вот, потому что если вы как бы просто в комментариях промотали на рецепт, и все, то есть вы смотрите сам по себе рецепт, то в конечном итоге, когда вы его слепите до кучи, у вас получится что-то не то. Потому что, ну, вот такой вот комментарий двухминутный, который я сейчас записал, и просто-напросто пропустили. И что-то пошло не так. Поэтому выбор за вами, а мы делаем. Так, первое — это топленое молоко. Блин, ребята, вышел снимать, начался ветер. Я не знаю, у меня какой-то вот есть в украинском языке такое слово «пороблено». Это как раз из той оперы. Когда ты приходишь вроде тихо на улице, начинаешь делать то, что хотел делать, и в конечном итоге, как говорится, распишитесь. Меряем мы по вот этой части, где у нас манка идет. Так, что тут вообще есть? Соль, мука. Мука. Ну, давайте тогда лучше перейдем на муку. 150 грамм мерного стакана. Это у нас было наше самое то молоко пряженое, либо топленое молоко. Так, есть. На всякий случай просеем. Сейчас посмотрим. Постараюсь очень потихонечку, потому что ветер. Крупицы есть, но они, собственно говоря,
несущественные, скажем так. Есть. Итак, 150 грамм топленого молока. У меня вот такой ароматизатор, такой производитель. Вот, можете, не знаю, то есть у каждого по доступности, у каждого по возможности. Следующее. В рецептах, которые магазинные, ну, во-первых, вы не найдете там никакого топленого молока, давайте смотреть правде в лицо. Вот, не найдете просто-напросто, его там просто нету, кроме именно самого ароматизатора. Все, там больше нету ничего. И там нету криля, а у нас он будет обязательно. Ну, давайте дальше будем двигаться по муке. Это у нас 75 грамм, то бишь половина. Сейчас еще немножечко отсеется крупной фракции. Ее хоть чуть-чуть будет, но все-таки будет. Видите? Ну, это я оставлю. Да я не буду сюда засыпать. Так, сейчас куда-то его отсыпем. А сюда же, кстати, отсыпем. Пускай. Потом перемолочу второй раз. Так, еще раз повторяю. 75 грамм молотого криля. Следующее, это сухое молоко. Здесь основа тоже сухое молоко, но оно идет не такое, как, ну, скажем так, там для детей покупают. Оно не липкое. Соответственно, скрепитель с него будет, ну, такой себе. По крайней мере, у меня вот такая часть. Поэтому я добавлю немножко, но добавлю сухого молока. Возьму там 2 грудочки. Это будет, ну, объективно, сейчас грамм 50. Вот и все. Сейчас мы его протрем на сите и добавляем. То бишь 50 грамм сухого молока. Так, есть, просеяли. Так, следующее у нас это кукурузка. Как же без нее? Как же ж без нее? Ее мы тоже как бы набабахаем 150. Ну что, вот этот ингредиент, он должен идти 1 к 1. Так, где наша мука? 150. Есть. Так, следующий. Сейчас. Сюда. Так, а следующий у нас это горох. Горох, мука. Так, учитывая обилие скрепителей, сухое молоко плюс топленое молоко, я начну со 100 грамм. Ну, чтобы вы понимали, она полностью сухая, да? Даже будучи в сухом состоянии, она спрессовывается. Гороховая мука — это прекрасный скрепитель. Все, мешаем теперь это дело. Коптит, как смотрите. Ребята, очень важно, перемешайте на совесть, чтобы у вас получилась однородная масса. Чтобы не было слоеного теста, условно говоря. Не ленитесь, перемешайте. В идеале, знаете, если у вас, ну, вы где-то работаете не на улице, например, а дома, вот то, что вы смешали, возьмите еще раз пробросьте на сито.
Почему я сказал дома, а не на улице? Ну, еще раз повторюсь, ветер. Чтобы у вас половина вашего планктона не оказалась развеянная по ветру. Но пока нету порыва ветра, я вам продемонстрирую, как это делать надо. Если кто не понял. Вот так. Берете. Видите, какой пошел. И повторно просеивать. Оно у вас перемешается вообще в однородную массу. Вот как у меня. А теперь нам нужно сделать так, чтобы вот эта масса не превратилась в клей. Потому что нам нужен ингредиент, который это все дело благополучно с сильно закрепленного вещества переведет в пылящее вещество. Здесь нам нужно обязательно рисовая мука, либо гречневая мука, либо любое, что сможет вам дать эффект разрыхлителя. Итак, из практики нужно брать половину от массы планктона, который у нас получился, то бишь от этой массы. Вот, но чтобы не перестараться, давайте будем делать порционно. Я добавляю 150 грамм. Сейчас сделаем 2 захода. Сейчас я вам покажу, какой эффект будет при добавлении 150 грамм рисовой муки. И какой эффект будет при добавлении 250 грамм рисовой муки. Сейчас я сделаю бочоночек из этого. И пойдем на банку. Чтобы было понятно, до какого состояния я его спрессовываю, пока идет возможность. Да, это наш друг уехал. Все, дальше не идет, дальше не прессуем. Достаем и идем к нашему другу номер 2. Баночки. Вот такой вот бочонок получился. Это тест-драйв номер 1, где у нас 150 грамм рисовой муки как разрыхлителя. Давайте проверим, что будет у нас происходить. Ну, по-хорошему вы видите, да? То есть это минимальный объем, который необходим для того, чтобы был эффект разрыхления. Если вы добавите больше, грамм 250, я вам сейчас ради эксперимента просто покажу, чтобы вы увидели разницу. Там уже выбираете сами, как вам
больше нравится, да, то есть вот эта бочечка простоит в воде час точно. Вот, если добавите ту пропорцию, которую я сейчас вам покажу, она простоит минут 40. Давайте вариант 2 смотреть. Еще рисовой в наш рецептик. Опля. Соточка где-то должна быть. 75 я добавлю. Давайте так. Давайте вот. Пусть будет 75. Мешаем. Этот рецепт, понимаете, уникален тем, что все смеси, они имеют очень мелкую фракцию. И топленое молоко плюс сухое молоко, они сладкие, они липкие. И если не добавить разрыхлителя, будет кирпич, он вообще пылить не будет. Никак. От слова совсем. Он просто себе будет у вас там, пока не раскиснет вообще в усмерть. Поэтому обязательно. Так, ну что, прессуем и пошли к той же баночке. Так, бочонок номер 2. Здесь у нас идет 225 грамм рисовой муки. Тестим. Вот это именно тот вариант, который я для себя выбираю. Потому что я не люблю, когда у меня бочонок планктона там помирает в воде 1,5 часа. Я люблю, чтобы там 30-40 минут. И на этом как бы хорошо. Чтобы оно пыхтело как следует. Ну, просто я не вижу смысла ждать там час толстолоба, если его можно дождаться за 10 минут. Так, поехали. Пошел растворяться. Ну, дело идет пошустрее, как видите. Вот вам и рецепт. Но мы же с самого начала кое-что еще молотили, если вы не забыли. А вот сейчас я вам покажу, для чего это делалось. Смотрите дальше. Ну что, ребята, лайфхак в действии. Давайте сыпанем. Давайте все-таки пойдем через мерный стакан, чтобы не было недоразумений у нас. Манка. Так, вот наша мука. Сколько тут отходов будет? Немало. Так, ну вот 100 грамм. Причем у меня, чтобы вы понимали, где-то 200 грамм получилось, ну, осталось точнее, потому что я разделил на две, на такую рецептуру и на донную. Где-то 200 грамм сырья на планктон и 100 я насыпал опилок. Теперь мы их просеем.
Ну, отхода сами видите, много достаточно. Где-то у нас грамм 70 получилось, грамм 30 у нас отсеялось. Так, ну этого будет более чем достаточно. Так, и теперь надо, чтобы же, ну, это все дело у нас шипело. То, что это за гейзер, который не гейзер, правильно? Для этого у нас тут есть старые друзья. Так. А именно сода и лимонная кислота. Так, давайте сначала лимонная. Так, если кто будет говорить, что от лимонной кислоты рыба будет бежать дальше, чем видит, полная хрень. Не верьте, не слушайте, никуда она не бежит. Это уже проверил столько раз, что даже стыдно. Так, есть. Где-то чайную ложечку. Даже меньше на эту порцию. Вот это где-то чайная ложечка у нас. Так, теперь сода. Теперь сода. Соды чуть-чуть больше, чем чайная. Вот так где-то. Все. То есть получается у нас вот так. 2 чайных ложки соды, ложка лимонной кислоты. Ну, еще раз, кто не знает, зачем это делается, кто родился еще при совке, наверное, делали шипучки такого рода. А кто никогда таким не баловался, то лимонная кислота, сода при попадании в воду дает шипение. И чем больше вы его набабахаете сюда в смесь, тем сильнее будет эффект гейзера. Но тут важно не перестараться, чтобы ваш планктон за 2 минуты не превратился в ничто. Ну, а-ля там, как таблетка салпадеина, чтобы не растворился. Вот. Поэтому с пропорцией аккуратней. Я думаю, что ложка кислоты и 2 соды этого более чем на вот этот объем, что у меня сейчас готовится. Так, давим и в банку. Тест номер 3. Донный. Так, ну давайте сделаем так, чтобы у нас донный таки был донным. Мы его на дно и положим. Тоже лучше видно. Теперь смотрите, как вот эта вся терса поднимается вверх. Видите? Можно, конечно, и без нее делать, но эффект будет немножко не тот.
В общем, репка полюбит и оценит. Что, ребят, показал я вам, по сути, два варианта. Вот, первый вариант в двух разрезах, там где сильнее пылит и более сильнее пылит. Выбирайте, какой вам больше нравится, кому сколько хочется, чтобы оно в воде стояло. Вот, рецепты и один, и другой я, как обычно, выложу в описании к видео. Пробуйте. Пробуйте. Вы просили рецепт, я вам его предоставил. Но, как я уже и говорил, в производстве он дорогой. Вот. Если как бы там обычный бочонок, себестоимость составляет где-то в районе 12 гривен, вот, то вот этот будет около 30 гривен, потому что сырье очень дорогое. Ну и работает он неплохо. Но, честно говоря, я не готов к рыбалке, на которую, например, если там системно едешь, там 10 бочонков, это, ну, даже если их там по себестоимости делать, ну, это где-то гривен 300 получается. Вот, и если делать, ну, там, идти там на сутки на двое, там, где бочек 30 нужно, а если тем более там компании едешь, что все там 50, ну, сами считайте, да, то есть стоит оно того или нет. Рецепт работает. И кто его будет делать, кто надумает таки делать, пишите по результатам. Вот. И отпишите по результатам со дна. Потому что, ну, я, кстати, вот этот лайфхак с терса, как я говорил, я его обнаружил, когда впервые приготовил рецепт с терса. Это было 4 года назад. То я говорю с терсой, с ряской. Это было 4 года назад. Вот, мне очень понравилось, как он работает в обе стороны. Но в этом году я вам показывал на видео, как это работает. Вот, я ее начал использовать при ловле со дна. Вообще очень классно себя показала. Вот, так что подручные средства тоже хороши. Кто догадался, на кого мы сегодня будем рыбачить? Будем пробовать ловить сегодня белого амура. Ассорти. То есть рыбалка будет достаточно интересной, потому что она скорее эксперимент. Вот. Список достаточно неполный, на что он клюет. Но учитывая то, что мы на дикаре, я даже не знаю, есть ли он здесь или нету его здесь. Вот и будем пробовать. У меня есть 3 снасти. Вот сейчас мы их все дружненько зарядим. Поехали. Итак, вот такая вот у нас снасть. Стопорной грузик. Поплавочек. 2 стопорка. 2 по 2. И крючок на длинном поводке. Где-то там полметра поводочек. Короче, давайте сейчас будем пробовать корку хлеба. И третий я заброшу на арбуз. Камеш у нас уже в воде. Не успел вам показать, но в следующий раз буду закидывать, покажу. И останется виноград и банан. Сейчас я смонтирую корочку хлеба. Ну тут все просто, ребят. Тут берется вот она вот так. Вот такая корочка. Вот. И забрасывается в воду. Продевается туда крючок. Такой вот у нас крючочек карповый. Сюда мы его сейчас загоняем. И все. И ждем. Вот так я сделал арбуз. Видите, он у меня такой полукруг.
Вот, одеваем его на крючок. И по тому же принципу у нас будет на длинном поводке, как и предыдущая снасть. Все, и забрасываем его в речку. Теперь давайте сделаем осмотр. Это донный технопланктон. Вот это пруд стоит на поплавочек. Тоже технопланктон. Видите, он вдали виднеется. И там у нас амур на камыш, амур на арбуз, амур на корочку хлеба. И дядя Саша, получается, на 2 удочки ловит на червя. Вот как-то так. Погодка пока что вообще классная. На улице не холодно, не жарко. 19 градусов. Ну, уже к 20 дело идет. Единственное, жалко, что нету чашечки кофе. Сейчас бы она зашла на ура. Но как есть. А начало-то есть. А начало-то есть. С почином вас, дядя Саша. На удочку закинули на червяка, пару минут и есть. Ты ж... Это самое хуже. Закопнул? Угу. У нас есть инструмент для цього дела. Сейчас. Это самое хуже. Сейчас мы его достанем. Зараз будемо операцію робити. Не будемо вам показувати кошмари, так що. Що, товарищи рыбацюги, сейчас вас точно как бы достанет ностальгия и вспомните свое детство. Кто это у нас тут такой? Честно, я их не видел уже 100 лет, наверное. А ведь на червячка поклевывают. Такие толстенькие бычки, гляньте. Не знаю, вкуснее рыбы не пробовал, если ее жарить. Ловим дальше. С почином номер 2. Топленое молоко. Вчерашний наш рецептик. Причем, ребята, гляньте, поверху ввалил. Ну, где-то 5 тут есть, как пить дать, может даже больше. Да не, больше 5, блин. Кабанчик, блин. Это только утро. Меньше часа мы на речке. Да не, больше. Вы что, гляньте, гляньте, моя нога. Вот моя нога, блин, и вот этот товарищ. Красавец. Есть. Прошел час. Вышло солнце уже 8 с копейками. Вот, и у нас в активе толстолоб, 2 бычка и окунь. Снасти на амура пока молчат, но я даже, честно говоря, и не вижу, чтобы он гулял. Но поскольку мы пришли пробовать, тестировать, значит будем пробовать и тестировать. Поэтому пускай себе и дальше удочки стоят, а мы будем ждать. Камыша здесь в речке мало на самом деле. Вот одно место. И вон там второе такой кусочек маленький. Все больше я... Ну, хотя это не камыш. Камыш вот он, да. А это не камыш, по-хорошему-то. Но я не видел, чтобы, скажем так, были такие погрезивания типичные для него. Ну, как я уже и говорил, я даже не знаю, есть ли он здесь или нет, поэтому будем смотреть по ситуации.
Ну, альтернативно у нас еще там 2 снасти на толстолоба, 2 удочки, поэтому разбавляем пока что тем, что имеем. Вот. Ну и, собственно говоря, заодно я вам решил уже показать в действии технопланктон, топленое молоко. Кстати, пошел очень неплохо хищник гулять. Такой товарный. Так, ну вот он. Топленое молочко сработало. Вот это одна поклевка за весь день. Сейчас... Да, ничего. Ну и вон еще бычки. Не, это ротанчики. Бычок, бычок, да, бычок обычный. Красавцы. Ну, этот хороший. Сейчас взвесим. Такие фото 12,98. 12,900. Ніхто не угадав. Ну так вот. 7 говорят. 12. Та 13 считай. 13, Ну да, почти 13. 13,980. С вас лайк, кому понравилось, подписка, кому понравилось. До встречи на канале, новых видео. Ребят, пока.